Ку-ку. Друзья, всем привет! Продолжаю постройку мини-бани. В прошлом видео я занимался полом внутри помещения парной. И напомню, оно по сути единственное помещение. Погрелся, попарился, облился водой и пошел в дом мыться и отдыхать. Эту концепцию я подробно описал в телеграм-канале. Можете перейти и почитать, если интересно. Многие там поддерживали эту идею, и я приступил к реализации. Чертеж, который рисовал сам, а также полноценный проект похожей бани тоже есть там. После полов решил делать фасад. Закрыть, так сказать, теплый контур. Потому что без окна и дверей заниматься внутренней отделкой не очень комфортно. Ну и для начала приступил к монтажу пола на входной зоне, террасе, или как ее еще можно назвать в данном случае. Так тема с полами будет закрыта совсем и не получится провалиться между лагами и так далее. Взял для этого доску 45 на 95. Осталось немного доски от постройки дома. Мне понадобилось 5 6-метровых досок, которые я попилил на куски по 1,20 м. Разложил на козлики и буду сразу покрывать защитно-красящим составом. Решил выбрать цвет орех. А защитно-красящий состав буду использовать Farbitex Profi. Он защищает древесину от ультрафиолетовых лучей, от дождя, плесени и насекомых. Поэтому это покрытие значительно увеличит срок службы. На бане я буду использовать этот состав практически на всех элементах, так как и цвет, и работа состава мне понравилось. Вот, например, делал выкрас и оставил доску под дождем. Вода просто скапливается в капли, но не впитывается в дерево. При этом видна текстура дерева, то, что я хотел. Пропитка подходит как для новых, так и для старых поверхностей, для внутренних и наружных работ. Наносил сначала кисточкой, потом валиком. Валиком показалось чуть быстрее, но слой как будто немного тоньше, и оттенок получится слегка светлее. Но это мой личный опыт, можете поэкспериментировать сами. Ссылку на состав оставлю под видео. Лицевую сторону полов оставил выкрашенным в один слой. Второй слой нанесу в самый последний момент, так как по нему придется еще много ходить. После того, как сделал полы, не теряя времени, приступил к обработке планкена на стены. У меня были совсем небольшие запасы планкена из лиственницы 20 на 140. Должно как раз хватить на этот проект. Некоторые доски посерели, что свойственно лиственнице, поэтому перед нанесением защитно-красящего состава нанес отбеливающий состав того же производителя. Это позволит высветлить немного доску, чтобы она была примерно одного тона после покраски. Эта работа не такая интересная и динамичная, как, например, постройка каркаса. Но эта работа позволит сделать законченный вид строения. Поэтому несколько вечеров подряд только этим и занимался. И уже после высыхания первой партии приступил к монтажу планкена. Как видите, стену я предварительно покрасил в черный цвет. Планкен монтировал с разбежкой, где-то 7 см. Плитная обшивка под планкеном в таком случае носит сразу несколько функций. Она добавляет жесткости каркасу, служит как поверхность, в которую можно что-то прикрутить. В данном случае планкен я могу крепить куда угодно, а не только там, где есть обрешетка. И также в качестве стоп-линии для различных насекомых типа ос. Но с этим справилась бы и москитная сетка, которую я, кстати, благополучно забыл смонтировать на подшиву свеса. Промежуточный результат мне очень зашел, но работы еще много, и параллельно, конечно же, не забываем поделать и домашние дела. На следующий день я приступил к монтажу окна. В парной будет вставлен просто стеклопакет без рамы. Оконный проем я специально сделал под этот стеклопакет. Его мне не пришлось покупать, и вот вам лайфхак, как это сделать. В некоторых оконных производствах можно поспрашивать целые стеклопакеты. Они у них скапливаются как не подошедшие и могут отдать просто так. Вот я так и сделал. Примерно знав, какие размеры меня устраивают, выбрал самый подходящий. Поставил пока, уперев стеклопакет снаружи в доборы и выполнил отлив из той же доски. Сделал подкладки под откос под наклоном, а для доборов выпилил пластины размером от 7 до 14 мм. Так, чтобы добор вставал, чуть прикрывая черный контур стеклопакета. Изнутри пока прижал досками. Пропенивать и проклеивать герметиком буду уже при внутренней отделке. Пользовался разным инструментом, который, на мой взгляд, позволял улучшить и ускорить работу. На всякий случай под видео будут ссылки на весь инструмент, которым пользовался в этом видео. Далее покрасил еще одну стену в черный цвет. Как вы понимаете, тут тоже будет планкен.
И пока он сохнет, решил забить одну стену мягкой черепицей. Примерно на 9 квадратных метров потратил час 40. Засекал специально ради интереса. Монтировал кровельным пистолетом. Основание — это строительные влагостойкие плиты QuickDeck Professional 16 мм. Уже не первый год ими пользуюсь и доволен. И в одного удобно с ними работать, так как есть удобные размеры. И плюс шип-паз имеется, не имеют линейного расширения. Кстати, этот завод еще и производит мебель. Заказал там вот такой замечательный дровник, который как раз подходит под стиль бани. После того, как высох остальной планкен, монтирую его на стены и на свес. Баня начинает преображаться. По задумке боковая и задняя стена и крыша в мягкой черепице. Поэтому на этих стенах и нет свесов, так как на них кровельный материал и дождя они бояться не будут. Торцевые и ветровые планки промазываем мастикой. Крайне удобно, когда она в тубусах под пистолет. Но важно, чтобы мастика была не холодная, а еще лучше, когда пистолет аккумуляторный. Промазываем мастикой и стартовые листы, то есть первый ряд. Это многослойная черепица, и тут стартовый слой — это просто черепица. В однослойных так не прокатит. Еще кайф работать с рисунком драконий зуб. У меня и на мастерской, и на доме такой рисунок. Получается, он монтируется без соблюдения рисунка. Потому что он хаотичный. Главное соблюдать разбежку швов, хотя бы сантиметров 15-20. И еще огромный плюс, не знаю, как у всех производителей, так или нет, но вот у Дёки, например, листы в пачке уложены друг к другу задними сторонами. И это избавляет вас от рутинной отклейки защитной пленки с каждого ганта. И вот монтаж черепицы готов. Вид стал еще круче, не хватает двери. Сначала хотел поставить стеклянную темно-коричневую дверь, но потом почитал, прикинул, что к чему, и понял, что надо ставить обычную банную деревянную. И вот почему. Баня-то у меня не совсем стандартная. В стандартной бане дверь из парной выходит в моечную или комнату отдыха. И там нет перепада температур и теплопотерь. А у меня выход сразу на улицу. И вот в бане плюс 80, на улице минус 30. Непонятно, во-первых, как она себя поведет и не лопнет ли, а во-вторых, печку придется топить более усиленно. Поэтому ставлю такую. Вот каждая деталь делает вид все законченнее. Осталось буквально пару моментов. Это установить на дверь ручку, решил сделать ее сам, так как не нашел такой готовой. Просто взял обрезок доски, пошлифовал, снял кромку и покрасил. Все, ручка готова, установил на мебельные болты. Ну и напоследок не хватает подшивки потолка. Для этого буду использовать имитацию бруса. Ушла ровно 3-метровая пачка, в которой 8 штук. Уже который раз так удачно расходуется материал на этом проекте. Так было и с досками на каркас, и с пленкой, и с утеплителем, и с полами. Отходов практически не было. Теперь вот имитация. Кстати, под нее я не забыл спрятать провода под будущие светильники. На этом теплый контур бани готов. Не хватает ступеней и отделки цоколя. Но это уже в следующий раз. Перед началом внутренних работ начну именно со ступеней. А так постарался все более-менее прилично отделать. Доборы, откосы, короб для балки. И получилось вроде неплохо. Я не сильно опытный строитель, но думаю, на 4 сработал. Есть косячки, и я о них знаю. В следующий раз учту их и сделаю еще лучше. Ну а на этом на сегодня все. Видео выходило долго, так как процесс отделки не быстрый. Надеюсь, нашли для себя что-то полезное и видео вам понравилось. И если это так, то ставьте лайки и пишите комменты с вопросами и замечаниями. Стараюсь на все отвечать. Не забывайте подписываться на канал тут и в Telegram. Там всю движуху показываю день в день. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!